Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов, и сегодня я хочу немножко поговорить с вами о газовых котлах, а именно о регулировке мощности. Мне захотелось добиться немножко большего от моего котла, а именно мне захотелось немножко сделать более эластичную работу газового котла. Что я имею в виду? Когда у меня срабатывает комнатный датчик температуры, котел начинает шарашить на полную мощность, чтобы поднять температуру в доме. Догнала она температуру, выключается комнатный термостат, но по инерции, так как котел фигачит на полную мощность, температура в доме еще продолжает подниматься. И кажется, что вот то немножко прохладно, и то очень прям жарко там. И перепад температур там почти в 5-6 градусов. То есть на 20-22 там включается термостат и гонит температуру батарей котел до там 25-26 градусов. Ну, мне так не понравилось. Я захотел как-то отрегулировать, чтобы поплавнее это все было. А именно мне показалось, что нужно уменьшить мощность котла. Можно регулировать температуры в батареях. Ну, у меня напрямую все это, у меня на каждой батарее нету термостата, у меня просто запитана, сделана ленинградка самым дешевым способом, поэтому мне захотелось добиться эластичности от котла. Первым делом я взял инструкцию от котла, стал ее внимательно изучать и нашел здесь такую вот замечательную таблицу. Из этой всей таблицы нам нужно всего несколько пунктов. А именно, первый пункт – это максимальная полезная мощность системы отопления. Второй пункт – максимальная полезная мощность ГВС, то есть горячего водоснабжения. Вот, то есть, если вас что-то не устраивает в вашей горячей воде, то можно тоже настроить мощность. Ну и третий пункт, который мне показался интересным, это время ожидания горелки между двумя включениями. То есть, как мне рассказал сосед, после визита к нему товарища из газовой службы, у него котел стал постоянно включаться. То есть бух-бух-бух-бух-бух. Вот. Ну, мы с ним посмотрели и разобрались, что у него горелка настроена работать между включениями и выключениями 10 секунд. Вот. А изначально у него было настроено там более-менее нормально, там на 10-15 минут. Вот. Я тоже хочу сейчас проверить эти все параметры. Итак, как отрегулировать мощность газового котла в баксе? Все очень просто. Во включенном состоянии, когда у вас работает и отопление, и ГВС, зажимаем вот эти две кнопки и входим в сервисное меню. Вот, вошли в сервисное меню, чтобы э, регулировать мощность отопления, нам нужен параметр F08. Сейчас, видите, моргает F01. Вот, выбираем F08. Вот, у меня стоит на 20%. Ну, давайте я его даже еще поставлю на 10%, посмотрю, как будет. Заодно и посмотрим, какой расход газа. Следующий параметр – мощность ГВС. То есть это параметр F09. То есть здесь я поставил 80%. То есть не 12-14 литров в минуту горячей воды, а всего лишь там в районе 8 литров горячей воды в минуту. Ну, что, собственно, вполне достаточно для того, чтобы помыться, помыть посуду, ну и везде, где нужна вам горячая вода. Вот, тоже достаточно хороший параметр, который позволяет экономить газ, а также э, меньше забивается теплообменник, потому что
пламя не такое большое и меньше закоксовывается, забивается накипью ваш теплообменник. Еще один важный параметр, который я бы рекомендовал вам посмотреть на вашем котле, это F11. Это время срабатывания горелки, как вот она потухла, и когда включится в следующий раз. Обычно, когда приходят доблестные наши сотрудники, которые промывают вам котлы из газовой службы, они ставят этот параметр на минимум, там 0,0 они его делают. Это значит, что каждые 10 секунд у вас горелка загорается. Я хочу сделать, ну, чуть побольше. То есть сделаем 10 минут, чтобы срабатывала каждые 10 минут горелка. Вот. То есть с момента выключения до следующего включения, чтобы проходило 10 минут. То есть, если вы хотите выйти, не сохраняя параметры, нажимаете кнопочку «И». Если вы хотите сохранить параметры, которые вы сейчас ввели, нажимаете кнопочку «Включение». То есть появляется надпись «NEN», что значит, наши параметры сохранены. Ну вот и все. Таким вот простым способом можно регулировать мощность котла Бакси. Если вдруг зима будет лютая или мне будет не хватать отопления или горячей воды, я всегда могу э, элементарным способом поднять мощность котла. Кстати, в одном из ближайших видео я покажу, как производить обслуживание данного котла. Все очень просто и элементарно. И не надо платить больших денег людям из газовой компании, которые будут приходить и делать вам ту же операцию. Все можно сделать самому, своими руками. Ничего сложного в этом нету. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет еще много интересного и полезного, что можно сделать своими руками, что называется, в одну каску. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока.